Всем доброго вечера. Хочу вам подарить свой личный заговор, который мне помогает много лет, когда мне нужно восстановить силы, когда мне нужно снять напряжение, когда я чувствую некую зависть к себе, которая накапливается, когда у меня тело начинает протестовать, когда я слишком много работаю, ослабевает, устает, отвечает мне головными болями, иногда апатией, таким хандрой, знаете. И когда я понимаю, что мне нужно восстановиться для того, чтобы дальше работать, дальше жить, в конце концов, у меня очень много дел, и я не могу себе позволить долгое время заниматься вопросом восстановления. Вот тогда я провожу этот ритуал. Он несложный, он для ленивых или для тех, о ком сказано «сапожник без сапог», потому что мы пропускаем через себя очень многое, помогая людям. И в итоге мы чувствуем, что доходит до такого пика, когда уже терпеть нельзя, надо и себе уделить некое внимание, и заговариваем себя, возвращая к жизни, одним словом. Итак, дорогие друзья, духи-помощники, резерницы с неба. Кто они такие и как я о них узнала? Изучая славянскую мифологию, магию равнинную, южных славян, находила несколько таких очень важных работ, которые потом я использовала, легли в основу моих ритуалов, заговоров, и они до сих пор вам помогают. И вот, наверное, сейчас даже не помню, на четвертом, наверное, курсе у нас было задание этнологии славян, песнопения, значит, языческие обряды песнопений и так далее. И в это время мне попалось несколько таких, несколько строк из древнего заговора. Полностью его не было, к сожалению. Там объяснялось, что когда колдуны, например, хотели снять с кого-то порчу или себя, восстановить себя там и так далее, вот призывали резерниц, духи, которые приходили в ризе. Риза, знаете, да? Это не только облачение священника, это некий такой балдахин, в который облачались жрецы. И вот эта риза символ того, что изначально эти духи принимались как души жрецов, которых призывали. Но потом это все уже деформировалось и влилось в разные такие понятия. То есть суть осталась одна. Духи резерницы, которые являются помощниками. Почему с неба их называют? С неба. Просто на более старом языке или на наречии какого-нибудь из наших губерний, там, областей старинных, княжеств. Ну, вот название с неба. И оно вместе произносилось, поэтому резерница с неба. Так начали называть этих духов. Их призывали, собственно говоря, вот эти несколько строк я взяла. И когда я просто ради интереса прочитала в полголоса, мне стало, знаете, такое ощущение, прям жар такой кинул. Потом резко холод.
И я была очень уставшая после лекции. Там у нас еще зачет был, я помню, по геральдике. И ужасно устали. Она прям выжимала с нас все соки. И очень неприятная особа, честно говоря. И прочитав для себя, так для интереса, то есть вот эти слова, чтобы вникнуть и понять. Тогда не было не особо копировать где-либо. Мы все это переписывали вручную. Вот переписывая, значит, произносила эти слова, и мне резко стало хорошо. Мне прямо отпустила эта усталость. И я поняла, что они очень сильные, но они не до конца. Вот через много лет, когда я решила подарила некоторым людям, сейчас дарю вот более широкой публике. Я поняла, что заговор все-таки не полный, и нужно дополнить, если я хочу, чтобы оно помогало, и, собственно, чтобы это было как полноценная работа. И я дополнила. Камера играет, чувствуете? Я дополнила своими, значит, знаниями, наработками, и получился такой сильный ритуал. Я выбрала 2 стихии: огонь и вода, и железо, острие, булат. Теперь мы с вами это проведем. Очень может быть сильная такая зевота начнется во время чтения, но после этого вас отпустит. В каких случаях можно прочитать? Усталость, раздраженность, дома начинаете ругаться без причины, с глаз чувствуете, что вот вы пришли домой ярко одетые, да что ж такое ты? Успокойся, но это не живой глаз. Он нацелился на вот этот драконий глаз или какая-то энергия. И вот то взад, то вперед, смотрите, прям. Ой, ну ладно. Может быть, у вас намечалась встреча и отменили. У вас было как-то все хорошо, настроение приподнятое, и внезапно все провалилось в никуда. Ну, плохое самочувствие, усталость, головные боли начались, какая-то выпитость. Нужно себя восстановить, вернуть. А если есть черные посылы на вашу голову, или, может быть, человек не желая того, сглазил вас или пожелал чего-то нехорошее, да? То есть, имею в виду, ну, так вот, своим внутренним миром, может, даже он сам себе не признался, но он пожелал вам чего-то нехорошего, и это на вас отражается. Восстанавливает очень быстро и очень надолго. И несложный в исполнении. Один раз надо читать на свечу. Но я сейчас попробую пока зажечь. Я не буду приближать свечу, но вам нужно будет приблизить, глядя на свечу, начитывать. Значит, один раз начитывайте на свечу, оставляйте свечу догореть. Второй раз начитывайте на воду, выпивайте эту воду. Третий раз на булавку начитывайте, вот таким образом, касаясь вот острой стороной, вот так вот, своего тела. Руки, там, значит, ноги, неважно, плеча. И в конце 3 раза нужно вот так вот протереть, вот так вот пройтись по губам и закрыть на своей рубашке. Или что у вас там одето. 3 дня эту рубашку стирать нельзя. Неважно, значит, будете носить эту рубашку или нет, 3 дня нельзя стирать. Проведите этот ритуал 3 ночи кряду, эффект будет сильнее. Хотя с первой ночи уже будет эффект. Сейчас я буду проводить с вами, но, естественно, я тоже буду в этот момент зевать, потому что слова никуда не денешь. Слова сильные. Даже если я вас обучаю, я вам уже говорила, в любом случае получается ритуал, понимаете? Потому что это заговор. Это не просто слова. Вот я учу вам, там стих повторяю, а вы за мной.
Это заговор. И в них есть эти слова ключи, и в них есть этот смысл, и в них есть призыв сил. Поэтому хочешь, не хочешь, а он срабатывает. Итак, начнем. Заговором заговариваю, зову, призываю силу спасительную, ризерниц небесных, ризерницы с неба. Так и читайте. Ризерницы с неба, дневнишние да вечернишние. Ризерницы, не спите, не спочивайте, а летите по лесам, по горам, по гелякам. На помощь ко мне спешите. А вы, ризерницы, снимите с меня притку-то с глаз, да черные посылы, да зависть людскую, и шепот вслед... Извиняюсь. Кто шепот вслед наслал, кто свечку черную ко мне по мне зажигал. Да что ж такое, запуталась у меня прям. Закружилась голова. Ничего. Имя мое на расстане кричал, тени черные ко мне призывал. Тем все верните, отдайте обратно, а меня освободите. Все злое да черное ризерницы снимут, заберут с собой и врагам вернут. Ключ, замок, язык. Заклято. Извиняюсь, немного забыла вначале сказать. Хотела сказать один раз, то есть 3 раза. То есть первый раз на свечу читаем, второй раз на воду, третий раз, значит, на булавку. И на каждое читаем по 3 раза. Не один, а первый раз, да, должна была сказать. И еще раз. Заговором заговариваю, зову, призываю силу спасительную, ризерниц небесных, ризерницы с неба, дневнишние да вечернишние, не... А вы, ризерницы, не спите, не спочивайте, а летите по лесам, по горам, по гелякам. На помощь ко мне спешите. А вы, ризерницы, снимите с меня притку да с глаз, да черные посылы, да зависть людскую. Кто шепот вслед наслал, кто свечку черную по мне зажигал, имя мое на расстане кричал, тени черные ко мне призывал, тем все верните, отдайте обратно, а меня освободите. Все злое да черное ризерницы снимут, заберут с собой и врагам вернут. Ключ, замок, язык. Заклято. Заговором заговариваю, зову, призываю силу спасительную, ризерниц небесных, ризерницы с неба, дневнишние да вечернишние, а вы, ризерницы, не спите, не спочивайте, а летите по лесам, по горам, по гелякам. На помощь ко мне спешите, а вы, ризерницы, снимите с меня притку да с глаз, да черные посылы, да зависть людскую, да шепот. Кто шепот вслед наслал, кто свечку черную ко мне, по мне зажигал, имя мое на расстане кричал, тени черные ко мне призывал, тем все верните, отдайте обратно, а меня освободите. Все злое да черное ризерницы снимут, заберут с собой и врагам вернут. Ключ, замок, язык. Заклято. Извиняюсь, просто это очень непростой заговор, поэтому, когда даже просто читаешь, голова кружится ужасно. Ну, я дочитаю. Заговором заговариваю, зову, призываю силу спасительницу ризерниц небесных, ризерницы с неба, дневнишние да вечернишние, а вы, ризерницы, не спите, не спочивайте, а летите по лесам, по горам, по гелякам. На помощь ко мне спешите, а вы, ризерницы, снимите с меня притку да с глаз, да черные посылы, да зависть людскую, кто шепот вслед наслал, кто свечку черную по мне зажигал, имя мое на расстане кричал, тени черные ко мне призывал, тем все верните, отдайте обратно, а меня освободите. Все злое да черное ризерницы снимут, заберут с собой и врагам вернут. Ключ, замок, язык. Заклято. Все, свечку оставили. Теперь читаем на воду. 3 раза. Нужно так, чтобы ваше дыхание коснулось воды. Вот. Я сейчас не буду делать, но оно в любом случае сработает.
потому что это сильный заговор. Но желательно, чтобы вот близко поднесли, дыхание ваше коснулось воды, над водой читать. Заговором заговариваю, зову, призываю силу спасительную, резервниц небесных, резервницы с неба, дневнишние да вечернишние, а вы, резервницы, не спите, не спочивайте, а летите по лесам, по горам, по гелякам, на помощь ко мне спешите, а вы, резервницы, снимите с меня притку да с глаз, да черные посылы, да зависть людскую, кто шепот вслед наслал, кто свечку черную по мне зажигал, имя мое на расстане кричал, тени черные ко мне призывал, тем все верните, отдайте обратно, а меня освободите. Все злое да черное резервницы снимут, заберут с собой и врагам вернут. Ключ, замок, язык, заклято. Заговором заговариваю, зову, призываю силу спасительную резервниц небесных, резервницы с неба, дневнишние да вечернишние, а вы, резервницы, не спите, не спочивайте, а летите по лесам, по горам, по гелякам, на помощь ко мне спешите, а вы, резервницы, снимите с меня притку да с глаз, да черные посылы, да зависть людскую, кто шепот вслед наслал, кто свечку черную по мне зажигал, имя мое на расстане кричал, тени черные ко мне призывал, тем все верните, отдайте обратно, а меня освободите. Все злое да черное резервницы снимут, заберут с собой и врагам вернут. Ключ, замок, язык, заклято. Заговором заговариваю, зову, призываю силу спасительную резервниц небесных. Резервницы с неба, дневнишные, вечернишние. А вы, резервницы, не спите, не спочивайте, а летите по лесам, по горам, по гелякам, на помощь ко мне спешите, а вы, резервницы, снимите с меня притку да с глаз, да черные посылы, да зависть людскую. Кто шепот вслед наслал, кто свечку черные ко мне, по мне зажигал, имя мое на расстане кричал, тени черные ко мне призывал, тем все верните, отдайте обратно, меня освободите. Все злое да черное резервницы снимут, заберут с собой и врагам вернут. Ключ, замок, язык, заклято. Воду залпом нужно пить. Вот я и выпью заодно. Выпила отдельно, естественно, на стоп нажала, потому что как-то не очень звуки эти. Так вот, третье сейчас будем делать, самое сложное. Потому что когда я буду начитывать и касаться острием своего тела, то я начну зевать ужасно. Поэтому извиняйте. Заговором заговариваю, зову, призываю силу спасительной резервниц небесных. Ой. Если на вас сильный сглаз или сильная злоба и ненависть в вашу сторону, вы будете зевать жутко. Смотрите сюда. Вот эта кукла, которая я... Ну, естественно, она не копия моя, но чем-то напоминает. Вот само по себе, вот именно та сторона, которую я закрываю, смотрите, у нее закрылся глаз. И сейчас заметила. Даже у этой кикиморы. Ой. Тут такие вещи происходят иногда. Прям мистика отдыхает. Ну, я уже привыкла. Стараюсь особо не обращать на это внимание. В любом случае. Итак. Сейчас, секунду. Друзья мои. Зевать будем конкретно. Так что извиняйте. Ой. Резервниц с неба, дневнишние да вечернишние. А вы, резервницы, не спите, не спочивайте, а летите по лесам, по горам, по гелякам. Тут немного иногда неточности в некоторых там буквах. Это не столь важно в таких работах. Ой. Там есть ключ. И это помогает срабатывать, то есть работать заговору. Поэтому не столь важно на такие мелочи внимание обращать. Если прям уж сильно нужно обратить на это внимание, я вам скажу, естественно. Дальше.
На помощь ко мне спешите, а вы, резервницы, снимите с меня притку да с глаз. Да черные посылы, да зависть людскую. О, завидуют, суки. Кто шепот вслед наслал, кто свечку черную по мне зажигал, имя мое на расстане кричал, тени черные ко мне призывал, тем все верните, отдайте обратно, а меня освободите, все злое да черное. Резервницы снимут, заберут с собой и врагам вернут. Ключ, замок, язык. Фу. Заклято. Вы знаете, вот насчет зеваний, это черная, темная энергия выходит. Когда зеваете, она очищается. Очищается, из вас выходит эта темная энергия. Когда человек часто много зевает, вечером особенно, это значит, что он очень много темной энергии понабрал от людей. И организм, подсознание освобождает его. И лучше ему, конечно, кое-что провести. Я раньше думала, что только заговоры моей бабушки заставляют так зевать, а потом поняла, что подобные заговоры есть во всех культурах. И вот вам один из них. Я извиняюсь, нажму на стоп, потому что это просто невозможно. И дочитаю, и в конце вам, я боюсь, третью часть читать невозможно. Очень сильно зеваю. Попробуем дальше. Заговором заговариваю, зову, призываю силы спасительную, резервниц небесных. Нет. Извиняюсь, но не получается. Одним словом, вы поняли технику, как нужно провести. Лучше провести 3 вечера к ряду. Обязательно, когда солнце село, только вечером. Любой день, но вечером. Когда все закончите, проведете на следующий день, легче станет обязательно. Это утром проснетесь, у вас будет ощущение, как будто вы прям выспались, как аж заново родились. Испробовано не раз, поэтому говорю. Но отнесите кусочек черного хлеба, заранее можете купить. Сахар, вот кладете на землю под дерево черный хлеб, сыпите сверху сахарный песок и кладете 3 монеты и говорите: кушайте, угощайтесь, откупаюсь и уходите. Все. Обязательно не забудьте это сделать, потому что эти духи любят хлеб, сладкое и берут монетами. Вопрос: можно ли ребенку провести такое, если вашему ребенку плохо, если у него с памятью плохо, если капризничает, учится плохо, если даже ночью маленький ребенок плохо спит, плачет или чего-то боится, вы можете провести с ним, зажигая. Желательно черный воск, желательно, он сильнее работает. Можно такой. Свечку потом просто выкиньте, не нужно никуда выносить. Зажигаете, сажаете ребенка. Или вот лежит ребенок, зажгли рядом, поставили, начитали. Вот, проведя вокруг, ну, если это маленький ребенок, вот так немного проведите, потому что вы-то взрослый человек, сидите у алтаря, а ребенку нужно это прочувствовать. Или посадите ребенка у алтаря, если он маленький, и зажгите, и начитайте. Второе, на воду начитайте, дайте пить. И третье, вот булавкой. И, собственно, значит, закрепите булавку, и 3 дня нельзя стирать эту рубашку. Он может не носить эту рубашку, но стирать нельзя 3 дня, иначе потеряет силу. Точно так же откупаться. Значит, вы можете провести этот ритуал для своего ребенка, только ребенка, больше ни для кого, взрослого человека нельзя. Если ребенку не исполнилось 15 лет, вот до 15 лет можете провести. Ну, не прям день в день, конечно,
что прям исполнилось точно вот в этот день. Но 15 лет, энергия до 15 лет очень сильно связана с материнской, именно вот в таких заговорах можете провести. Дальше уже не стоит. Дальше можете ребенку дать, и он сам проведет. Это уже не ребенок, это уже, скажем, еще не взрослый, но входит во взрослую жизнь. Вот такую работу можете дать. Более сильные не рекомендую, естественно. Желаю всем удачи. А я довершу то есть без экрана, потому что, ну, сами понимаете, это не очень, не идет звук и тяжело, лихорадит. Но потом отпустит. Я знаю, что как только дочитаю, мне станет легче тоже. Потому что я тоже нуждаюсь иногда в чистке, очищении. Слишком много внимания и слишком много зависти вокруг, и слишком много боли, которая переносится через меня. И мне тоже нужно иногда обновлять себя и очищать, потому что это не лишнее. Всем удачи!